Всех приветствую, друзья! С вами, как всегда, Злой Кендрион, вы на моем канале. Сегодня мы впервые, кстати, попробуем блюдо, называется Сокчо Паджирак Сундубугу Пап. В общем, вариация супа с моллюсками, морепродуктами, тофу, я так понял. Когда-то, может быть, я, как всегда, это пробовал, но уже не помню. Поэтому сегодня я решил показать вам что-то новое. Закуски. Селф-бар здесь. Сам подходишь, накладываешь сколько хочешь. Редька, кимчи. Сушеная редька, кимчи. Кстати, она очень прикольная. Рыбное тесто с морковочкой. Уже маринованное немного. И я называю это все равно диким чесноком. Корейцы это называют шнит-лук, как-то так. Не знаю, я буду называть диким чесноком, потому что у меня, говорю, в детстве в огороде у меня рос такой дикий чеснок. Особо вкусный соус вот у этого рыбного теста. Амфанда. Так, яичко, сказали, нужно разбить. Сюда разбиваем яичко. Садитесь, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита. Все кипит, все парит. Вблизи вам показать. Вот так. Я вижу там каких-то членистоногих. Ну креветос. Крабики. Маленькие крабики разрезанные. Ну, я думаю, бульон должен быть вот прям очаровательный. О, да. Да, в моем представлении это морепродукты варятся, да, дают бульон вкуснейший. Плюс тофу, плюс кимчи все-таки основа. И получается просто, конечно, шедеврально. Надо взять еще соджу. Они так всегда удивляются, корейцы, когда приходят иностранцы и делают все, в принципе, так же, как и корейцы. Это меня больше всего это умиляет. Ваше здоровье. Блин, это, конечно, это очень вкусно и это очень, я бы сказал, нежно. Конечно, в таких маленьких крабиках мяса нифига нету, но они дают очень вкусный. Он дает очень вкус бульону, конечно.
не говорю, насколько вот все-таки кимчи сочетается просто со всем. С мясом, с рыбой, с морепродуктами, там, с фаршем. С чем угодно. Куда бы вы ни добавили кимчи, будет все равно бомба. Тофу, конечно, тофу очень-очень нежный. Это не обычный тофу, который вот самый нежный. Его очень трудно брать палочками. Он впитывает вкус супа, бульона. Здесь первое слово в названии этого супа стоит Сокчо. Сокчо – это такой город на правом побережье на Японском море. Курортный город. Я бывал, кстати, там. Мы ездили туда. Узбеки меня туда, пацаны, отвозили на море. Там купались. Там очень крутое море. Чистое. Блин, вот как не уделаться и съесть эту креветку? Никак. Кстати, на удивление, креветка тоже грамотно сварена. Ну, то есть она мягкая, хорошая. Она не варилась вместе со всем бульоном этим. Это вкусно. При том, что я, конечно, обожаю морепродукты. Здесь, кстати, вот мелкие ракушки. Нужно максимально быть осторожным, чтобы не сломать себе зубы. Мясо, кстати, мясо тоже какое-то есть. Свининка, наверное. Я не закончил. Вот это название, первое слово города. Сокчо получается. И вот, получается, этот суп передает непосредственно максимальную атмосферу и вкус вот этого города. Моллюски. Моллюски всегда это круто. Они дают очень такой глубокий вкус. Крабики, креветки. И, кстати, мелкие крабики, креветки дают даже, наверное, еще больше вкуса именно бульону.
Честно, очень вкусно. Очень вкусно, остренько, морской вкус, вкус кимчи, вкус вот бульона такой очень насыщенный. Настоящая морская Корея. Ну, серьезно, как будто ты сидишь вот где-то в морском этом городе и кушаешь обычную по меркам города типа еду, морскую. Только здесь это все перенесли сюда, к нам, в город. До моря нам, ну, немного далековато, так скажем. Блин, классно сделано. По стоимости стоит это блюдо 12 тысяч вон. Получается по нашим деньгам, ну, также примерно, плюс-минус 600 рублей. 600 рублей. Кстати, мне еще сказали, что только в Корее, типа, подают неограниченное количество закусок. Такого нет, типа, ни в одной стране. Ну, я не знаю, спорить не буду, потому что я нигде не был. Можно с вами провести, кстати, перекличку небольшую. Напишите, из какой вы страны попали на это видео, с какой стороны меня смотрите. И что у вас там по закускам? Вкуснотища. Не, Корея все-таки, конечно, она меня поглотила полностью. Шикарная просто страна. Как вот, не дай бог, как я буду существовать вообще без корейской еды? Ничего не представляю. А здесь ракушечки еще. Кстати, лайфхак вам годный. Если в супе, допустим, у вас ракушечка вот эта не открытая, если она осталась закрытая, это значит только то, что она была не свежая, кинута в суп. Поэтому не трогайте ее, просто отложите ее и все. Не ешьте ее. Ешьте только открытые ракушки. Ешь только открытые ракушки.
Ну, вот яичко, кстати, которое мы закинули с вами в самом начале. Оно сварилось. Желток полностью сварился. О. Так, я вам сказал сегодня какое число. Сегодня 14 июня, воскресенье. Начался, кстати, чемпионат мира по футболу. Вау! Маленько поговорим про футбол. Я вообще болельщик. Футбол мне всегда нравился. Интерес всегда к этому был. Вот. В силу обстоятельств, в силу дурдома, которого творится в нашем мире, наша сборная не принимает участие. Сборная России не принимает участие в чемпионате мира. Вот. Поэтому как-то, конечно, когда тебе, так сказать, не за кого болеть, да, у тебя интерес в общем пропадает. Вот. Это правда. Такое есть. Вот. Вот в 2018 году мы еще здесь смотрели, в Корее. Чемпионат болели за Россию, конечно. Потом, получается, в 22 году, в 22 году уже России не было. Я болел за англичан. У меня вот с детства я хотел, чтобы англичане, родоначальники футбола, выиграли. Но сейчас, я уже прожил столько лет в Корее, я просто не могу, не болеть за Корею. Корея, это мой второй дом. Поэтому, конечно, я болею в первую очередь за корейцев. Вот. Но также я опять буду болеть за англичан все-таки. Нынче время такое неудобное. Они там в Америке играют. Америка, Канада, Мексика, в 3 странах. Вообще какой-то дурдом делали. И получается, когда они играют, у нас время утро, 10 утра, 11 утра. Мы работаем. Я вот нынче один объект закончили. Пока ехали на другой объект, я включил второй тайм. Корея играла с Чехией. Включили второй тайм, посмотрел, поболели. Молодцы, кстати, первый гол пропустили они. И потом волевую победу одержали в итоге 2-1. Выиграли. Красавцы. Красавцы. И прям такие, прям такие у меня эмоции, адреналинчик такой, вау, именно вот эта фанатская тема. А я еще говорю начальнику своему, я знаю, что большая часть корейцев, они что там наши корейцы футбол играть не умеют, там, туда-сюда, вот такие разговоры. Я говорю, сейчас стоит корейцам, выиграть один матч или 2 матча. Я говорю, вся нация, все будут болеть и орать за Корею 100%. Он говорит, да. Он говорит, скорее всего, да. И все, и так и получилось. Уже когда я смотрел второй тайм, получается,
корейцы пропустили. Ну, у него такая реакция была, как бы, ну, типа, я так и думал. Потом они отыгрались, он повеселее стал. И потом, когда забили еще второй гол, все, я смотрю, у него глаза загорелись. И он с интересом стал досматривать этот матч. Ну, именно уже чувство патриотизма, там вот это все сыграло. Я думаю, у многих корейцев так же. То есть вот Корея выиграла первый матч, они с очень большой вероятностью они проходят дальше. Поэтому я думаю, сейчас это круто, когда вся нация объединяется и болеет за своих ребят. Блин, я весь мокрый. Я весь мокрый, нереально. Вкусно. Очень вкусно. Быстренько допиваем. Все, едем домой. Жарко. Блин. Они тут смотрят бейсбол. Они смотрят тут бейсбол. Всем спасибо. Всем спасибо, что были со мной. Всегда вас обнимаю. Всегда желаю вам здоровья. Берегите себя, близких. Оставайтесь людьми в любом случае. Несите добро в этот мир. Делайте это все искренне. И вам в 100-кратном размере все вернется. Пока-пока.